Hello, beautifuls, вы на канале Twin Китай. Мы продолжаем проходить игру Slay the Princess. Голос параноика. Черт, что это вообще было? Кто мы, что мы делаем? Что это вообще было? Я и не помню. Дело в том, что ну ладно. Кажется, там была принцесса. Все как в тумане. Мне больно, когда я пытаюсь что-нибудь вспомнить. Ты не должен знать о принцессе, по крайней мере, пока я... Получается, ты здесь уже был? Вроде бы. Такое ощущение, будто это было невероятно давно. Мы словно никуда не уходили. Мы должны ее выпустить. Нет, задача у тебя как раз противоположная. Ты должен покончить с ней. Покончить. Но мы же решили этого не делать. Да, нам надо ее выпустить. Если подумать, это единственный вменяемый план. Сила на ее стороне. Никто тут больше ни на что не способен. Нет, мы должны были запереть ее навечно. Кажется, так. Нам надо перестать чувствовать. Сколько раз тебе повторять, что надо притушить эмоции? Мы не можем. Вокруг так много страшного. Нам ничего не сделать, мы уже все испробовали. Мы любим ее, поэтому должны освободить. Слушайте, вы меня давайте не доставайте. Можно ли любить того, кто нас ненавидит? Того, кто причиняет нам страдания? Даже крохотная капля доброты от столь жестокого состояния будет гораздо ценнее, чем иная любовь. Окей. Откуда нас здесь столько? Так быть не должно. Беда. Тебе необходимо прийти в себя. Что ты натворил? Сколько раз ты уже здесь бывал? Честно говоря, я и не помню. Единственный выход — не делать ничего. Так. Хороший вопрос. Сколько раз вы здесь уже были? Много раз. С одной стороны, кажется, что мы здесь уже целую вечность, с другой, словно только что тут оказались. Это не важно. Согласен, надо просто делать, что она говорит. Тогда все будет в порядке. Не будет. У нас будет. Она сама так сказала. Ты часть всего. Если все остальное не будет в порядке, то и тебе не поздоровится. Нет никакой разницы между в порядке и не в порядке. Это лишь один нескончаемый хаос. Что-то тут не сходится. Я лично знаю, что до этого был здесь лишь дважды, а некоторые из вас и того не помнят. Я был с вами и остальные разы, или решение принимал кто-то другой? Что вообще значит здесь, если задуматься? Заткнись. Здесь был ты. Каждый раз. Ты сделал все, что мог. Просто тут у нас иерархия. А на ее вершине по праву восседает наша жестокая и прекрасная богиня. Excuse me. Голос влюбленного все еще среди всех меня бесит больше всего. Вот прям, вот сколько голосов у нас уже, я даже не помню, если считать не могу. Ну, могу, но не буду. Но вот это просто, это вот эталон бесячки. Я не смогла подобрать другой синоним более... Ну, короче. Повезло тебе. Я бы все отдал, чтобы забыть. Я пытался сдерживать их чувства, но они такие слабаки, ничего не поделаешь. Мне кажется, тут что-то конкретно не так. Разумеется, все в нашей жизни пошло не так. Только она может наполнить ее смыслом. Да, сказала у них что-то конкретно не так. Как ты собираешься приводить их в чувство? Ты понимаешь, что с ними такое? Тут нечего понимать, они явно не в себе. Ну да. Зато с тобой все в порядке. Мы тут погибаем, а тебе хоть бы что. Да, в чем твой секрет? Почему тебе одному позволено нарушать правила? Как будто разваливаюсь на части. Не уверен, что у меня что-то выйдет. Навряд ли я смогу с ней покончить. Меня не заботит твое самочувствие. Ты должен с ней покончить. Должен собраться. Возьми себя в руки.
Тебе повезло, что ты не застрял здесь, как они. Надо либо забыть, либо перестать чувствовать, иначе никак. А они не могут ни того, ни другого. Разумно. Как по мне, так он один тут не потерял голову. Он еще хуже, чем она. Может сходить... Может не ходить в избушку? Мы уже пробовали. Не сработало. Наше сердце всегда приводило нас к ней. Расклад не в нашу пользу. Столько путей все ведут по кругу. Раз я не помню, что делала, значит, меня там не было. Не заморачивайся, это только поколеблет твою решимость, и покончить с ней будет гораздо сложнее. Возможно, ты тоже травмировался, но по-другому. Что есть ты? Твои воспоминания или то, что происходит с тобой в настоящем? Ну вот, опять философию развел, от нее никакого толка. Да, ты уже не первый раз достаешь нас с этими вопросами о самосознании. Кто я, что я такое, да какая разница? Да, в натуре Сократ, Вань. Ладно. Это хорошие вопросы, я бы даже сказал великие, но на них нет ответов. И в конце все они приводят к жутким мучениям. Неважно, что мы будем делать, потому что мы всегда сможем найти ее, а если не сможем, она найдет нас и разделет на кусочки. Если бы вы все перестали чувствовать, мы бы уже 100 лет назад с ней справились. Собрать эти разбегающиеся мысли — непосильная задача, можно только заставить их замолчать. Единственный выход — ничего не делать. Совсем ничего? Так нельзя, ты должен сделать хоть что-нибудь. Это что-то новенькое, думаешь, сработает? Нет, ничего никогда не срабатывает. Голос сломленного, тоже мем, конечно. Это Dead Inside. Какая ж ты дрянь. Чё? Не, он заварил эту кашу. Со мной ты хотя бы можешь дышать в ее присутствии. Видишь? Потому-то дрянь у нас нытик. Дёрганый хотя бы старается. Да какая разница? Хватит эти все кудички по делу. Вы сейчас взорвете мою голову своими разговорами, правда? Вот из-за такого отношения ты и попал в верхние ряды. Супер. И из-за него же оказался на самом верху. Мне интересно узнать, что будет, если ничего не делать, а вы мешаете. Надеюсь, это заставит их успокоиться. Тебе нужен я, и не нужны они. Он тебя убьет своими советами. Да ладно, каждый из нас в какой-то момент привел всех к смерти, сейчас уже можно не париться. Это я. Пока голоса припираются между собой, ты стараешься сохранять неподвижность. Это непросто. Чем дольше ты ждешь, тем сложнее будет собраться, когда придет время перейти к действию. Окей. Интересно, как мы сейчас выглядим? Мы стоим, сидим. Надеюсь, достоинство нас не покинуло. Я сначала и не поняла, что это он. Вот и я тоже. Продолжить ничего не делать. Они взорвут мой мозг. Ты уже встал на путь моего завершения. Довольно бесцельных блужданий. Опа, направиться в избушку. Все, нет, у меня больше никаких вариантов. Поняла. Ты медленно пробираешься сквозь черный лес, натыкаясь на невидимые деревья и нащупывая в темноте дорогу. В конце концов, ты добираешься до избушки, точнее, до места, где она должна была стоять. Вместо нее ты видишь голый холм. Да, давай. Нет, так не годится. Тут есть избушка. Избушка должна быть всегда. Не спрашивай его про зеркало. Он всегда говорит, что зеркала не существует. И всегда врет. Он всегда заставляет его исчезнуть. Сосредоточься, тебя ждет дело. Лучше не отвлекаться на растрепанные мысли. Нет здесь никакого зеркала, и мы оба это знаем. Ну вообще вот оно есть. Не ври. Она все еще здесь, глубоко под землей. Поднимайся на холм, ты постоянно даешь им выступать, и потому постоянно проигрываешь. Что плохого в выступлениях? Может, это им помогает? Может, им надо выговориться? Они и так наговорили слишком много, и посмотри, что с ними стало.
Именно. Они заблуждения, потакая им, ты опускаешься на их уровень, продолжай двигаться к цели. Или откажись от нее. Ты поднимаешься на холм и в нерешительности останавливаешься у стен избушки. Избушки, которой здесь нет. Тебе надо протереть зеркало, увидеть, что в нем. Разбей его уже. Она там, за ним. Надо ее выпустить, только так мы сможем освободиться. Только так мы сможем вернуть свои мысли. Просто обойди его. Сделай хоть что-нибудь, неважно что. Пройти. Пройти? Куда пройти? Боюсь, тебе придется быть поконкретнее. Опять что-то новенькое. Как тебе это удается? Надеюсь, этот план будет получше ничего не делания. Конечно, сработает. Он всегда принимает лучшие решения, потому-то он тут главный. А с каких пор главный не герой? Хотя, в принципе, а был ли он вообще главный? Ладно. Уже сработало, видите, оно исчезло. Мы стали еще на шаг ближе к ней. Внутри избушки, как и снаружи тебя, окутывает призрачный туман тоскливой пустоты, но в ее вакууме все же присутствует непонятная текстура и неясные формы, которые складываются в некую противоестественную и отталкивающую структуру. Единственный предмет — безупречный клинок, воткнут в земляной пол. Его лезвие призывно поблескивает в пыли. Он твое орудие, без него тебе задачу не выполнить. Возьми его, других вариантов нет. Других вариантов нет, все остальное уже испробовано, ты забыл взять клинок, ты должен взять клинок. Ты наклоняешься, чтобы взять клинок, но тут земля под ним разверзается, и он исчезает из виду. Ты наклоняешься над образовавшейся ямой и заглядываешь в черноту. Она бездонна. Из глубоких недр на тебя тоже смотрят, этот взгляд наполняет тебя ужасом. Ну, знаешь, это типа, так сказать, если долго смотреть в темноту, то темнота посмотрит в тебя. Тот случай. Это она. Ух ты, а я сначала не поняла, что это ее лицо, если присмотреться. Такое разбитое, типа. О, прикол. Она наблюдает за нами. От нее невозможно скрыться. Получается, ты и правда трус. С каждым словом принцесса становится все ближе. Вот это хоррор, вот это скримеры. Я тогда пошутила, ты ведь понял. И ближе. Мне было весело и хотелось проверить, смогу ли я разобрать твой механизм. И ближе. Скриню. Ты собирался сторожить меня вечно? Какая храбрость. И ближе. Но вечность длится так долго, и время стирает все. Кроме меня. Я уже завладела твоей волей, и обратно ты ее не получишь. Тебе остается только взять меня за руку и выпустить. Будет так здорово, ты и я увидим весь мир и будем сеять страх, куда бы мы ни пошли. Ладно, в основном этим буду заниматься я, но ты сможешь увидеть это воочию. Стать свидетелем. Я хочу заскринить так, чтобы лицо, когда мигает, короче, у меня случайно скрины получаются именно в мигание моменты. Типа не видно вот этого вот. Если захочешь, я даже сделаю для тебя крошечную клеточку, красивую, золоченую. Ну да, хорошо. Не мешкай, не пытайся сопротивляться, я уже превратила тебя в то, что мне нужно. Ты давно потерял свою силу. Можешь больше не напрягаться, чтобы ее вернуть. Сделай что-нибудь, что угодно, только не бери ее за руку. Возьми ее за руку и освободи. Ты протягиваешь ей руку. После всей прошлой жестокости ее прикосновение кажется очень мягким, даже нежным. Поверить не могу, что ты заставил меня это произнести. Ненавижу тебя. Сначала тянуть тяжело, как будто что-то не поддается, но потом сопротивление исчезает, и вот уже все кончено.
Вот и все. Интересно, чем же мы займемся дальше? Я не ожидала, что так устану. Плечи принцессы опускаются в возбуждении. Почему ты так холодно? Вот так вот. Ты не успеваешь ей ответить, теперь ты никогда и не ответишь. Пора уходить, память возвращается. Она исчезла. Да, я снова могу думать, почти как раньше. Зеркало снова здесь. Что это значит для нас? Нас тоже наверняка заберут. Может быть, оно больше не пропадет, теперь все изменилось. Кажется, тут больше особо нечего делать. Наконец-то мы можем его разбить. Ты уймешься когда-нибудь? Что скажете, друзья? Последняя попытка посмотреть на себя? Да, я не против. Похоже, большинство за. Давайте заглянем в него. Ты снова подходишь к зеркалу, оно продолжает хранить секреты, его тайны остаются тайнами. Кто-то подсказывает мне, что это конец, но я ни о чем не жалею. Я готов. Все в порядке. Страха больше нет. Я выхожу из этой борьбы. Мое сердце спокойно. Эта игра должна была когда-нибудь закончиться. Наконец-то я от вас избавлюсь. Я готов узнать правду. Я готов уснуть. Я готов оказаться где угодно, лишь бы не здесь. Ребята, это была честь для меня. Мне нравится то, что они все говорят что-то, какую-то такую фразу, да, короткую, но в духе как бы своего имени. Что-то подходящее. В своем духе. Посмотреть на свое отражение. Ты протягиваешь руку в тишине, они вновь исчезли, зеркало всегда прогоняет их, но ты должен в него заглянуть. Останки, ты распадаешься на кости. Ты снова оказался в долгом покое. Направиться в избушку. Ты в избушке. За бесконечными стенами долгого покоя лежит целый мир. Наше место там. Ты не знаешь, что нас ждет там. Там есть деревья и звезды. Думаю, люди тоже, по крайней мере, должны быть. При мысли о людях я чувствую тепло и грусть. Свежие слезы в зимний день. Они не похожи на нас, их жизнь коротка. Думаешь, там есть хоть что-то реальное? Как, по-твоему, мы сами реальны? Реальны. Ничто — это понятие, существующее в отсутствии чего-то, но ничто не может существовать само по себе, поэтому ничего нет. Окей. Что ты думаешь об этом сосуде? Она раскрытая в ожидании пасть, точка, к которой неуспешно ведут все дороги. У нее мудрое сердце. Не жалей ее, она заняла полагающееся ей место. Ты знаешь, что случится, когда ты проснешься? Нет, иначе уже проснулась бы. Когда ты отправляешь меня назад, я не один. Со мной говорят голоса. Некоторые из них — это я сам, но один — нечто иное. Я зову его рассказчик. И он хочет, чтобы я тебя убил. У тебя есть рассказчик? А у сосудов он был? Нет. Их мысли молчаливы. Думаешь, рассказчик живет в Междумирье? Так, ну хз. Да, но ты об этом не скажешь. Что? Почему? Да, и когда я его найду, то убью. Да, и когда я его найду, мы с тобой наконец-то получим ответы на все наши вопросы. Да, не знаю, что я сделаю, когда найду его. Тебе не обязательно знать о своих намерениях до того, как ты что-то сделаешь. Если найдешь его, помни, что я буду ждать тебя по ту сторону. Сколько же еще сосудов должен принести?
Один? Что бы ты мне ни принес, этого будет достаточно. Гравитация притянет ко мне остальные, я стану единой. Конечным множеством. Реально последний? Один еще? Если остался последний сосуд, может, у тебя есть особое предпочтение? Твои дары — это разговоры, каждый из них показывает мне очертания твоего сердца. Я хочу видеть лишь то, что ты сам выберешь для меня, когда нить полностью натянется. Если до твоего завершения остался последний шаг, то я никуда не пойду, просто останусь здесь. Ты уже устал ждать, но я пойму, если тебе нужно больше времени, я подожду вместе с тобой. Ждать вечно нельзя. А я не буду вечно, я просто подожду немножко, да я сохранюсь и подожду сразу. Увидимся, когда ты вернешься. Какой узор своего мира ты возьмешься вечно и не устану ткать? Положишь ли образы тебя и меня в коробку для сохранности? Если ее закрыть, станешь ли ты другим собой в другом мире? Воображаемый шаблон повторяется до тех пор, пока не сможет больше выдерживать все собственноручно нарисованные клетки. Вес собственноручно нарисованной клетки. Ты всегда будешь возвращаться к этой коробке, потому что всегда будешь хотеть узнать, что значит быть собой. Я буду ждать тебя здесь до тех пор, пока ты не будешь готов вернуться. Она кикнула меня, как было там в какой-то первой или второй серии, я не помню. И окей, я даже не буду останавливать запись, просто перезайду. Как бы, да. Давай, заходи. Я просто как бы зайду и все. Или остановлю запись. Не знаю. Она просто как-то долго запускается. Давай. Верните мне... Окей, я готова вернуться. В нашу следующую встречу каждый из нас наконец-то узнает, кто он такой. Я буду здесь. Ждать тебя. В глазах темнеет, и ты умираешь. Да. Мудрое сердце. Проматываю. Я, наверное, сейчас быстренько вот хочу пробежать первую главу, чтобы закончить ее в этот раз. Потому что в следующий раз, я так понимаю, мы уже закончим, скорее всего, игру. Как закончим, так закончим, надеюсь. Но молча идем к избушке. Я, в принципе, знаю, что я хочу сейчас сделать, плюс-минус. Хочу тебя предостеречь, да, она такая плохая, мы не можем этого сделать. Ее нужно убить, не спасать. Господи, короче. Идем, все, мы идем. Мы сейчас быстренько бежим в эту избушечку, там прям сразу, да. Я хочу... Да, нельзя назвать богатым, это мы знаем, это самая стандартная обычная избушка. Я возьму клинок, и я спущусь в подвал. Вообще, я себе надеюсь сделать в этот раз... Это обычная, да. Доносится голос. Кто здесь? Какой у нее повелительный тон. Такое ощущение, что она полностью контролирует ситуацию. Не суди о ней по голосу, она пытается затуманить твой разум. Привет. Заходи, прошу, ко мне так давно никто не заглядывал. Спускайся. Да, я спущусь. Я хочу в этот раз прям очень по-хорошему как-то с ней поступить. Да, я это проматываю, потому что это было. Ты что, пришел меня убить? Нет, я хотела бы что-то выбрать, типа... Нет, с чего ты взяла? У тебя в руке гигантский нож, вывод напрашивается сам собой. Я на самом деле взяла нож, потому что я думаю, что я бы хотела ей помочь с помощью этого ножа, возможно, каким-то образом, типа там отрезать конечность, да? Ну, вы поняли. Клинок, разумеется, но не станет с нами говорить, неудивительно, кто бы на ее месте согласился, давай бросим его. Не смей. Все нормально, мы решим, что с ней делать после того, как поговорим. Возможно, она и правда монстр, но сперва нужно самим в этом убедиться. Мы не можем убить ее просто так, без суда и следствия. Бросить клинок. Ты разжимаешь дрожащую от волнения ладонь, клинок с громким бряцанием падает на пол. Спасибо. Теперь можем просто поговорить.
Вопреки здравому смыслу ты приближаешься к принцессе. Без клинка. Так, все будет нормально. Не представляю, что ты надеешься добиться. Уверяю, с ней невозможно договориться. Просто напомню, что клинок будет лежать на полу, поверь, он тебе пригодится. Что ж, весьма странное начало отношений. Как мне помочь тебе выбраться? Никак, не стоит и пытаться. Похоже, ключа у тебя нет, уверена, он лежит где-то наверху, но если не найдешь, тогда используем твой нож. Ее дерзкий взгляд останавливается на лезвии клинка. О чем она? Неужели о том, что я подумала? Подожди, это случайно не тот троп, который я в самый первый раз использовала, а потом оно чуть-чуть с каким-то образом багом или хз как стерлось. И типа... Возможно. Ладно. Ты что, флиртуешь со мной? По-моему, я вот это отвечала уже. Ну чего нелепое предположение? Мы встретились, и у нас завязался разговор, это и есть отношения. Да, это уже... Ладно, достаточно разговоров. О, ты уже решил, что собираешься со мной сделать? Ты знаешь, зачем пришел сюда. Да, я помогу тебе выбраться. Ты серьезно? Ты подходишь к торчащей стены цепи, которые прикованы принцессой, и делаешь резкий рывок. Цепь тяжелая и прочная, тебе такой ни за что не сломать. Мне кажется, что это реально тот троп, который я первым сделала. Кто запер принцессу в подвале, хотел, чтобы она никогда не увидела белый свет, поэтому не оставил бы в избушке ключ от ее оков. Если они выключат, что тогда делать? Только не предлагай отрезать тебе руку. Почему же? Я могу пожертвовать рукой. Она произносит это с выражением полной невозмутимости на лице. Если бы мы целую вечность просидели на цепи, то тоже предложили бы отрезать нам руку. Ну да, в принципе, понимаю, конечно. Но... Мы же не в Пиле. Да, и вот дверь захлопывается. Это все было в первый раз. Спуститься к подножию лестницы. Ты возвращаешься к подножию лестницы, и все было бы куда проще покончить с ней сразу, как предполагалось. Проще для кого? Для всех. Я слышала, как щелкнул замок. Теперь мы заперты здесь вдвоем. Нож, возьми его и отрежь мне руку. Если поможешь, я не жду ничего хорошего. Спасти. Да, это вот это было, но окей, хорошо, я тогда просто тоже помотаю. Сталь входит в плоть. Клинок острый. Free from her bindings, the princess turns to face you. How is she so composed after losing an arm? It's like she isn't even bothered by it. Я вот не помню. Спасибо, а теперь давай выбираться отсюда. Да, все, окей, подойти к закрытой двери. Он не позволит мне уйти. И сейчас он пытается убить принцессу за меня. Он предостеречь ее, и тогда она убьет нас. Не зря я ожидала подвоха. Да, и тут она нас убивает. Сопротивляться. Стараешься помочь мне, да? В твоих глазах читается борьба. Я убью тебя быстро. Да, это было. Быть может, увидимся в другой жизни. И свежие раны хлещет теплая кровь. Принцесса спокойно наблюдает за тем, как ты падаешь на пол. Узница. Да, у нас это было, блин. Ну хорошо, ладно, я тогда сохраню здесь уже. И так как это должна быть какая-то последняя, я надеюсь, что получится все-таки прийти к какому-то логичному завершению после этого. Ну, или не совсем логичному, я не знаю. Спасибо вам, твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.